1 октября 2025 года Соединенные Штаты Америки официально закрылись. В ночь со вторника на среду у правительства США закончились деньги, и больше оно не работает. Всех отправили по домам, министерства и департаменты погасили свет, наступил хаос и разруха. Ладно, хаос и разруха не наступили. Закрытие правительства в США называется шатдаун, и он действительно начался. Но, хотя ситуация серьезная, конца республики все-таки не будет. Сегодня разберемся, как это вообще у Америки закончились деньги. Виноваты ли в этом ультраправые фашисты или, может быть, ультралевые марксисты? А главное, когда деньги появятся снова. Отдельно остановимся на том, как с кризисом справляется Дональд Трамп. Итак, что там с деньгами? Они, конечно, есть. Экономика США продолжает расти, даже несмотря на тарифы имени Дональда Трампа и прочие вечные угрозы типа госдолга. Но нет бюджета. Прошлый действовал до 30 сентября, а новый Конгресс просто не принял. Ну, а нет бюджета, нет и денег. Как это часто бывает, происходит такое только с Америкой. В других странах подобные развлечения невозможны. В парламентских системах у правительства есть большинство в парламенте или хотя бы договоренности с другими партиями, иначе они бы просто не были правительством. Поэтому бюджет принимают без эксцессов. В других президентских системах обычно просто продолжают работу правительства, пока с непринятым бюджетом копошатся парламентарии. В авторитарных странах вроде России таких проблем вообще, понятное дело, нет. Какие цифры спустили из администрации, такие и принимают. В Америке же, если предыдущий закон о бюджете закончился, а нового нет, то закрывается все. Деньги в казне могут хоть трижды быть, но если они не выделены, если нет разрешения от Конгресса что-либо тратить, значит тратить нельзя. А без денег ничего работать не будет. У нас тут на секундочку правительство, а не горизонтальный рабочий кооператив. Так и начинается шатдаун. Бывает такое в Америке периодически, это далеко не первый раз. Что это означает на практике? Тут нужно вспомнить, что в Америке реальный и рабочий федерализм. Государственные функции разделены на 3 уровня – федеральный, штаты и местный. Причем граждане чаще сталкиваются именно с 2 последними. Например, та же полиция в США муниципальная, и при федеральном шатдауне работать вполне себе продолжает, потому что у округа деньги-то есть, даже если федералы с выключенным светом сидят. То же самое с пожарными, автобусами и так далее, за которые в основном платят города и штаты. При этом шатдауны не только федеральная история. Если вдруг такая же ситуация с отсутствием бюджета случится у правительства штата или города, то шатдаун будет у них, и закроются уже местные департаменты. Такое в истории случалось, но понятное дело, что за пределами штата волнуются об этом меньше. Ну, закрылось что-то там в Миннесоте, соболезнуем, ладно. А тут проблема всей страны. Так вот, при шатдауне реально закрываются все министерства и департаменты федерального правительства. Сотрудников выгоняют в отпуск, причем неоплачиваемый, денег-то нет. Потом, конечно, когда шатдаун заканчивается, им платят пропущенную зарплату, но пока что все сидят как шахтеры в 90-х. Работы никакой тоже, естественно, не делается. В прошлые разы у некоторых сотрудников даже забирали рабочие телефоны и ноутбуки, чтобы они там не решали никакие вопросики. В Минздраве закрываются центры по контролю и профилактике заболеваний. FDA сокращает проверки продуктов перед их выпуском на рынок. Ученых в государственных институтах отправляют домой. Прокуроры в Минюсте откладывают на потом все дела и расследования, кроме критически важных. Не будут работать департаменты, собирающие статистику об экономике, от которых зависят финансовые рынки. Наконец, закрываются государственные музеи, вроде Смитсоновского института, национальные парки и монументы, тот же Йеллоустон, например, и даже Статуя Свободы. Федеральные подрядчики с госконтрактами имеют право не работать во время шатдауна, но и платить им потом тоже за простой никто не будет. Конечно, есть значительные исключения из всего этого плана по сидению дома. Правительство выделяет группы сотрудников, которые критически важны и которым на работу все равно ходить придется, как это и было во время пандемии. Например, авиадиспетчеры и сотрудники ФБР. Государство также продолжит выплачивать пенсии пожилым, но вот льготы бедным, в том числе детям, могут закончиться спустя неделю шатдауна. Продолжат службу солдаты вооруженных сил, но тоже без зарплаты. Зато деньги, что интересно, продолжат получать конгрессмены и сенаторы, то есть ровно те, кто не договорился о бюджете, потому что их зарплаты установлены отдельным законом. Так почему бы просто не прекратить шатдаун одним махом? Почему бы просто не взять и не принять новый бюджет? Тем более, что прямо сейчас у республиканской партии есть полный контроль над федеральным правительством, так называемая трифекта. В Белом доме сидит президент-республиканец Трамп,
В Сенате и в Палате представителей у республиканцев большинство. Так что же мешает им, республиканцам, провести бюджет? Мешает древнее правило Сената, которое называется филибастер. Дело в том, что для одобрения законов в Сенате нужно простое большинство голосов, то есть 51 сенатор из 100. И это у республиканцев есть. Но вот для завершения дебатов по любому законопроекту нужно 60 голосов. Таковы внутренние правила палаты. Соответственно, если у оппозиции есть 41 голос или больше, как сейчас у демократов, то они могут голосовать против завершения обсуждения. А без этого нельзя перейти к голосованию по самому законопроекту. И все, так и сидим. Можно ли филибастер отменить? Де юре вполне. Все тот же 51 голос в Сенате может поменять любые правила и принять любое решение. Только вот партия большинства всю дорогу делать это боится. Филибастер нравится сенаторам, потому что они прекрасно понимают, в какой-то момент в меньшинстве может оказаться уже их партия, и тогда этот порог в 60% голосов станет очень полезным инструментом. Ведь в таких условиях ты хочешь не хочешь, но будешь идти на компромиссы и уступки. Да и вообще, обе партии сохраняют какое-то влияние, даже будучи в оппозиции. Причина нынешнего шатдауна ровно в том, что компромисса нет. Затык случился со здравоохранением, вечным камнем преткновения между республиканцами и демократами. Палата представителей уже приняла проект бюджета, в котором урезаются расходы на программу Medicaid для бедных американцев и отменяют субсидии по полисам Obamacare, знаменитой программы здравоохранения, принятой при президенте Бараке Обаме. Демократы требуют, чтобы здравоохранение не трогали, и тогда уже можно и принять бюджет. Республиканцы же даже на контакт не идут и утверждают, что это демократы ломают жизнь в стране, чтобы лишь бы насолить ее лидеру Дональду Трампу. Один из главных поинтов заявлений республиканцев сейчас в том, что демократы хотят дать нелегальным мигрантам бесплатное здравоохранение в США. Что, конечно же, не так. В Америке такая идея не выдвигается и особо в голову не приходит. Шатдауны, как и прочие вопросы законотворческого искусства, разрешаются переговорами. Лидеры партий садятся за стол, заказывают себе доставку китайской еды, ну или американских бургеров, и кое-как приходят к компромиссу, за который проголосуют обе партии, ну или хотя бы 60 сенаторов. В этом, как безоговорочный лидер своей партии, обычно участвует и президент. Однако Дональд Трамп в переговорах оказался не сильно заинтересован. Он занят другими делами, пока правительство закрывается. Сейчас поговорим о том, какими. В понедельник на переговоры в Белый дом приехали лидеры демократов в Конгрессе, сенатор Чак Шумер и конгрессмен Хаким Джеффрис. Трамп провел Шумера и Джеффриса по новой галерее с портретами всех президентов США, которую он устроил в Белом доме. В этой галерее вместо фото Джо Байдена фотоустройство под названием «Авторучка», которым Байден подписывал документы, когда был не в Вашингтоне. Запрета на использование авторучки в США нет, но Трамп Байдена за это поливал грязью и заявлял, что теперь все его законы и помилования недействительны. Нетрудно догадаться, что в такой атмосфере абсолютно ни к какому соглашению демократы и Трамп не пришли. Ну а когда Шумер и Джеффрис уехали, Трамп все-таки сделал великодушный публичный шаг навстречу. Запостил в свою соцсеть Truth Social нейросетевое видео, где фейковый Шумер зачитывает текст о том, что демократы хотят голоса нелегальных мигрантов на выборах. А фейковый Джеффрис стоит рядом в сомбреро, ну типа он за нелегалов из Мексики. Добившись таким образом гармонии и понимания между партиями, Трамп на шатдаун забил и поехал заниматься другими делами. На базе корпуса морской пехоты Квантико под Вашингтоном на днях состоялось серьезное мероприятие, на которое приехал и Трамп. Министр обороны Пит Хексет, бывший телеведущий Fox News, собрал на базе всех генералов и адмиралов США. Казалось бы, такая беспрецедентная конференция могла быть нужна исключительно для объявления особо важной новой политики, и наверняка секретной. Но нет, все транслировали в интернете, и сказать Хексет имел следующее. Он заявил американским генералам, что они слишком полные. Буквально так и сообщил. У нас, говорит, в армии, мол, все слишком растолстели. И особенно неприятно смотреть на толстых генералов в коридорах Пентагона. Следующая проблема по Хексету – бороды. Он заявил, что теперь в рамках мускулинности бороды запрещены, и все должны бриться. Затем последовал длинный спич о том, что армию захватили левые воук-активисты, что теперь не будет никаких гендеров и мужиков в платьях, и политкорректности тоже не будет. Армия должна крушить, убивать и при этом выглядеть так, как в 50-е. Вся эта речь была щедро приправлена рассуждениями про воинскую этику, и Хексет не забыл порекомендовать генералам прочесть его собственную книжку.
А еще постоянно называл себя министром войны, а свое министерство – министерством войны. Это неофициальное название они с Трампом придумали некоторое время назад, видимо, чтобы показать, какие они там все мускулинные. В конце речи Хексета ему почему-то никто не хлопал. Ну а потом на сцену вышел Дональд Трамп. Если речь Хексета была дикой, но хоть сколько-то структурированной, то у Трампа все было как обычно. Во-первых, он заявил, что армия должна бороться с врагом изнутри. Он снова напомнил, что направил нацгвардию в города типа Портленда и Чикаго и назвал улицы этих городов тренировочным лагерем для солдат. Напомню, в американских городах ничего особо не происходит, и солдатам там делать нечего, тем более тренироваться. В Вашингтоне отправленные туда Трампом гвардейцы и вовсе мусор в парках и скверах собирают. Хорошо не сугробы квадратами, ну там, может, снега просто нет. Затем Трамп пустился в пространные рассуждения о жизни и снова отругал Байдена за то, что тот вывел войска из Афганистана. Это решение было принято в первый срок Трампа, кстати. Еще заявил, что он закончил все войны на планете, а в конце добавил, что американский флот строит слишком уродливые корабли. Надо бы покрасивее. Трампу, мол, сказали, что такая форма корабля нужна для стелса. Но это не важно, корабли должны быть красивыми. И еще надо бы начать строить линкоры с огромными пушками, как во времена Второй мировой. Вот это были красивые корабли, с толстыми бортами, то есть крутые. Во время речи Трампа генералы с их военной закалкой тоже не хлопали, что того, конечно, задело. Интересно, что было у них в головах во время этого пламенного спича. Все-таки это не стандартная аудитория с митинга Трампа. Они как минимум размышляли о том, что спустя сутки им и их подчиненным перестанут платить за их службу. Пока их президент толкает безумные речи о захвате американских городов и строительстве старых кораблей. Причем говорит это все лично им, генералам, которые воевать с синеволосыми хипстерами не подписывались и еще несколько десятилетий назад списали линкоры за ненадобностью. Все это означает, что на данный момент перспектив окончания шатдауна нет. Потому что низы, то есть демократы, в переговоры в данной ситуации не могут, а верхи, то есть Трамп, не хотят. Но правительство США не может быть закрыто навечно. Самый долгий шатдаун в истории, который был, кстати, тоже при Трампе, в его первый срок, продлился 35 дней. Это приличный срок, и, скорее всего, в этот раз все закончится быстрее. Вполне вероятен сценарий, при котором демократы схлопнутся и сдадутся. Это будет для них невыгодно. По опросу NPR и PBS News, в случае шатдауна 38% американцев будут винить исключительно республиканцев, и только 27% исключительно демократов. В этом есть логика, ведь республиканцы контролируют Белый дом и обе палаты Конгресса, так что проводить бюджет — это вообще-то их задача. Однако не так все просто. У партии в США нет прямых жестких рычагов давления на отдельных сенаторов или конгрессменов. Они избираются самостоятельно. Не выдвинуть их на следующие выборы партия просто не может, это не предусмотрено системой. Поэтому отдельные сенаторы-демократы могут вполне посчитать, что лично для них политический ущерб от шатдауна будет слишком большим и проголосовать за бюджет республиканцев. На голосовании в ночь шатдауна 3 демократа уже проголосовали за республиканский бюджет. Слив противостояния может начаться и с лидеров партии Шумера и Джеффриса, которые за прошедший год продемонстрировали полное отсутствие политических талантов. Они толкают жутко унылые речи на заседаниях своих палат, говорят слоганами из прошлого века и притворяются борцами с фашистующим Трампом, но по факту не делают ничего. И, конечно, как представители партии в меньшинстве, не особо и могут что-то сделать. Особенно плохо они выглядят на фоне молодых демократов с живыми лицами. Например, уже давно известный конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес и взлетевшему в большую политику кандидату в мэра Нью-Йорка Зохрану Мамдани. Общее впечатление у избирателей такое, что Шумер и Джеффрис в любой ситуации предлагают сдаться. И понятно, почему избиратели так считают. За почти год Трампа у власти они не противопоставили ему вообще ничего. Вот и сейчас Шумер говорит в интервью, что надеется, что у республиканцев возобладает совесть, и они смогут, как в старые добрые, снова прийти к прекрасному компромиссу. Это жутко устаревшее мышление, которое вообще не отражает ту реальность, в которой сейчас живет Америка при Трампе. И с такой логикой они с радостью пойдут даже на плохой компромисс, если республиканцы им его преподнесут. С другой стороны, и у республиканцев будут поводы сдаться. Ведь здравоохранение — тема, на которой избиратели им не особо доверяют. Еще в прошлый срок Трампа партия несколько раз пыталась урезать здравоохранение или отменить части обамовских законов. И ничего не получалось, потому что альтернативы не было.
Людям хочется иметь здравоохранение, и сколько там не рассуждай о сокращении трат и финансовой ответственности, отнимать у людей их страховку – идея так себе, если ты не собираешься поставить крест на электоральных успехах уже завтра. Наконец, Трамп может и сам расхотеть бодаться. Тем более, что сейчас это ему не особо-то и интересно. Он о кораблях думает. Он начнет думать о шатдауне, если его рейтинги поползут вниз. В прошлые шатдауны так и было. Терять популярность Трамп не любил и не полюбит. И если вся эта драма реально отразится на его популярности, он может пойти на компромисс. Потом, правда, снова по телеку скажет, что все демократы коммунисты, которые всех сделают трансгендерами, но хотя бы бюджет подпишут. Наконец, еще одна опция – ничего не делать. Но быть в этом предельно активными. Конгресс может принять так называемую продолжающую резолюцию, по которой правительство будет просто работать с тем же бюджетом, что и в прошлый фискальный год. Это возобновит работу правительства, но не решит проблему. Продолжающая резолюция будет не на год, а на короткое время, и зимой конгрессменам и сенаторам придется заново бодаться друг с другом на том же месте. Пока что правительство США остается закрытым. Поздравляем федеральных чиновников США с безденежным отпуском, а американских солдат с новой мускулинной реальностью и жизнью без бороды. До завтра.